Общий расклад Таро на 12 домов гороскопа. Гадание на ближайшее будущее. Приветствую всех, друзья. С вами на связи таролог Алехандро. Мира вам и вашему миру. И сегодня, друзья, мы с вами погадаем на 12 домов гороскопа, где откроем советы, подсказки, инсайты на все сферы жизни в ближайшем будущем. Настройтесь на себя, на свою жизненную ситуацию и получите советы, подсказки, инсайты и посмотрите на ситуацию, возможно, с другой стороны. 12 домов гороскопа. Дом Овна, дом Тельца, дом Близнеца, дом Рака, дом Льва, дом Девы, дом Весов, дом Скорпиона, дом Стрельца, дом Козерога, дом Водолея и домик рыб. Вот так. Начнем, естественно, по порядку, чтобы вы понимали, с какой ситуации вы приходите на расклад или кто пришел на расклад сегодня. И дом Овна, он обычно символизирует вашу личность, ваши потоки энергетик, ваше, возможно, даже самочувствие, ваше эго и ситуацию на здесь и сейчас. Окей, давайте открывать дом Овна. Угу. На раскладе у нас, скорее всего, знак зодиака водной стихии. Скорее всего. Может быть, и вы мужчина, да. Для мужчин, для женщин у нас больше. Это рыцарь кубков. Человек, который испытывает чувства и медленно их открывает. Вы либо рыба, либо рак, либо скорпион. И для вас, кто бы вы ни были, женщина или мужчина, вопрос о мужчине и на отношения, то есть бы посмотреть в этом раскладе было бы интересно вам. Но вообще в вашем фоне, да, вопрос отношений, он стоит на первом месте. И вы, может быть, часто гадаете, что чувствует ко мне загаданный человек. Дружественно ли он с вами настроен, к вам настроен по отношению к вам. Любит или нет. Будут ли развиваться эти отношения. Какие чувства он может скрывать. Такие вопросы вас могут интересовать. Опять-таки, неважно, вы мужчина или женщина, это может быть все по отношению к женщине и к мужчине в том числе. Также здесь может быть процесс ухаживания и процесс, где не все чувства между вами открыты, между партнерами. Да. Я бы так еще сказал, что вы сами персона, которая не спешит открывать свои чувства, а если и открывает, то делает их медленно. По принципу «ты мне, я тебе». То есть ты приоткрылся, я приоткрылся. Ты следующий шаг, да, то есть шаг за шагом, да, вот. И в вашей жизни, возможно, происходит здесь и сейчас много таинственного. Все-таки рыбы у вас в Овне получаются, да, то есть что-то открывается, но открывается медленно, иногда даже мистическим образом, да, то есть магия, мистика в вашей жизни, рыбы, да, проистекает, медленно проистекает. Вы можете ее замечать, можете не замечать. По рыцарю кубков это проистекает медленно. Это, знаете, как водичка медленно течет, да. Это не бурная река, да. Это именно такой ручеек событий идет, где вы можете фиксировать эти события, а можете и не придавать значения. А сами вы личность такая неторопливая, не суетливая, ранимая, чуткая, загадочная, склонная к миру, магии, эзотерики. Да, Если вы заскочили прямо
не веря в эзотерику, да, по этой карте, но я не поверю, что вы не верите, да, если вы уже здесь, значит, где-то какая-то вот что-то есть, да, внутри вас, что вас беспокоит. То есть погадать вы любите. Окей. Следующая карта – это дом Тельца. Давайте посмотрим, что с вашим здоровьем и финансовым каналом. Есть некие проблемы. Ситуация заходит в тупик. И, возможно, нету просвета в вопросе здоровья, а возможно, в финансовом канале. Может быть и там, и там. Учитывая то, что девятка мечей – это ограничение именно движения, то есть у вас закрыт финансовый канал и закрыт энергетический канал личного здоровья. Давайте уточняющую карту, что может вам его закрывать. Что может вам его закрывать или что является причиной тупиковой ситуации с деньгами, здоровьем, силами, успехом. Да? То есть ваш потенциал, он очень сильно ограничен. Вот чем он ограничен или за счет чего? Вы устали. У вас может быть эмоциональное выгорание, череда неудач, очень долгий, трудный бой, трудный путь. То есть вы изнеможены, да, или изнеможены. Девятка огня и девятка мечей, слышите? И смотрите, 9 плюс 9 – 18, соответственно, Луна, да. То есть Луна дает вам тень, брошена на ваш фин-канал и на ваше здоровье. Почему? Потому что вы измождены, да, или изнеможены. Ну, давайте посмотрим, что у вас именно так изможило или измождило. Или виснажило, да, українською правильно, якщо. Ну, кто? Женщина. Женщина-овен, женщина-лев, женщина-стрелец. Это может быть ведьма, это может быть мать чьих-то детей и жена. Слышите, да? Ну, может быть, это ваша соперница, да, или ваша женщина, если мужчины смотрят, ну, вот она вас выжила из вас всю мужскую энергию. Так часто бывает. Ну, и если вы королева огня, тоже дама-треф или овен, лев, стрелец, то, смотрите, тоже может быть это речь о вас, да. Но кто вас вытащил? Ну, подобный человек, да, подобной карте. Может быть, это руководитель на работе, кстати, быть, особенно если она женщина. Давайте посмотрим совсем недавно, да, это состояние вот недавно, да, вот это вот недавно 4 карты сейчас и 4 карты в будущем. Ну, как минимум была, может быть, у вас какая-то сложная ситуация с женщиной, которая работает с вами или с которой вы горите вместе, да. Что с вашими друзьями? Друзья дают вам шанс. Есть шанс на примирение, и есть шанс подружиться или погасить какую-то спорную конфликтную ситуацию в отношениях, в том числе и с мужчиной, и с женщиной. Есть хороший шанс примириться с детьми. И есть хороший шанс, что друзья вам помогут найти работу или альтернативный или дополнительный источник дохода. Возможно, вы живете в таком режиме, где периодически, частенько встречаетесь с хорошими друзьями. То есть я скажу так, скорее друзья вас приглашают, нежели вы друзей приглашаете. Вот так. Хорошо, в доме рака это дом скрытого внутреннего мира. И это дом родителей и детей. Здесь не пойми, что происходит, и может произойти что угодно. И произошло недавно что угодно. Или то, на что вы не сильно могли влиять, или то, о чем вы не могли себе представить. Давайте посмотрим.
Почему в доме рака, то есть в доме связей мужчины, женщины, родителей и детей, у вас происходит 7 кубков. А 7 кубков – это какая-то, ну, как минимум, эмоциональная нестабильность такая, да? Эмоциональная нестабильность. Ну, потому что у вас очень сильное мужское влияние какого-то мужчины, который очень много на себя брал, да, именно вот взял на себя много обязательств каких-то. То есть в вашей семье с родителями и с детьми много непонятного и волнующего эмоционально вас, да, держащего вас в эмоциональной нестабильности из-за мужчины, который, ну, возможно, берет на себя не то чтобы много обязательств, а пытается управлять всем процессом. То есть берет на себя ответственность и за себя, и за вас, и за детей, и за родителей. Ну и это, скорее всего, если это родовая программа от мужчины, то это отцовская родовая программа. Возможно, в вашей жизни есть брат, например, да, или, например, муж, который пытается вам что-то доказать. Поэтому у вас с родственниками не все стабильно эмоционально, потому что есть мужчина, который говорит, вот будет вот так и все. И вот это влияние уже вы переиграть не можете, да, то есть есть некий такой или авторитарный мужчина, или просто мужчина, который привык навязывать что-то свое. В доме льва это успехи бизнеса, творческие успехи, энергетическая активность. Вот что здесь? Ну и не мудрено, что вы прямо выгоревшие, да. Возможно, да, вы ведете борьбу с какой-то женщиной, спорите и так далее. Но у вас в доме творчества и бизнеса вот работа. Причем работа с собой, над собой, с финансовым каналом. То есть вы уперлись вот в деньги и в работу. Это вас выснаживает, да, истощает. Ну, добре. Давайте посмотрим. Сейчас уже приоткрыты карты, уже 4 дома есть, и уже 5, и это прямо сейчас происходит у вас. Вы всецело отдаетесь работе. Какова причина того, что вы всецело отдаетесь работе? Вы хотите кого-то остановить или не хотите уйти оттуда, откуда вам лучше не уходить, но вы так считаете, что оттуда лучше не уходить, ну, время покажет. Как минимум вы отдаетесь работе, чтобы что-то не отпустить или чтобы кто-то не ушел, чтобы мужчина особенно не ушел. Может быть, чтобы вашего мужчину не выгнали откуда-то или не вытолкали, или чтобы мужчина остался на работе и так далее. То есть, ну, как минимум, вы можете рассчитывать только в этом вопросе энергии, прилагаемых к работе, на себя, притом еще и боитесь кого-то потерять. Это вас истощает. Давайте еще что забирает у вас всю творческую энергию, да. Ну и 3 кубков, возможно, это треугольники, и, возможно, это такой чрезмерно разгульный образ жизни, где вы тратите просто энергию, знаете как, все на работу, а потом еще и уже истощенный без работы, да, помимо работы. То есть, ну, как минимум, это треугольник и праздный образ жизни, да, тогда в этом контексте. Но смотрите, у вас 8 на 8 падает 16, а 16,3, 19 солнце. С одной стороны башня. Вас что-то заслепило. Вас что-то заслепило яркое. И вы действительно, скорее всего, за работой
И за вот этим праздностью, может быть, не видите, что вы что-то теряете или кого-то теряете. Может быть, вы себя теряете, может быть, своего партнера. Ну, такой месседж идет вам здесь. Хорошо, дом Девы. Вот вам дом работы и кармических отработок. Что сейчас отрабатываете? Вот, что в вашей жизни вы проходите? Вы проходите закрытые двери. Вы проживаете руну Турисас и Ларгус. То есть, ну, с одной стороны, под лежачий камень вода не течет, но вы есть течение. Руна Ларгус у вас есть. А руна Торисас – это, ну, пройти в арку, да, или в закрытую дверь. Поэтому какую кармическую отработку вы сейчас проживаете? Вы сейчас проживаете глубокие чувства, возможно, разочарование, возможно, какие-то темные чувства. Вы проживаете сейчас закрытые двери, женскую магию, женское колдовство, в том числе и женские родовые программы, особенно если вы чувствуете, что что-то с мужчиной у вас есть не очень хорошо. Вы проживаете сейчас, ну, кармическая какая-то отработка, проживаете тайны, период тайн, и вы проживаете, возможно, зачатие чего-то нового, но вы можете это чувствовать, не до конца осознавать или побаиваться. Это новое, то, что у вас зарождается сейчас, да, оно рождается в вас, но вы не понимаете, да, то есть объяснить не можете, что это. Давайте посмотрим, а что закрывает вам реально двери? Вот уже у вас второй тупик, да, вот второй тупик, первый был здесь, в доме Тельца. Что, кто закрывает ваши двери? Чувство к мужчине, чувство мужчины к вам и чувство ваше к мужчине. Эмоции и нестабильность в отношениях. Может быть негативная родовая программа отца. Тут уже смотрите, что у вас с папой было. И желательно вообще здесь, если вас беспокоят родовые программы, то делать диагностику. Мы сегодня не делаем диагностики, мы смотрим, что влияет на вашу кармическую отработку сегодня. А на вашу кармическую отработку сегодня влияет мужчина, отношения с мужчиной и отношение мужчины к вам. Ну, а если мужчина смотрит, то отношение его к женщине. Причем оно не сильно открытое, скрытое, истощающее и эмоционально, ну, выжигающее, да, вот так. Но давайте еще посмотрим, что тут, с чем у вас закрытые дороги. То есть отношения у вас, как бы, дороги пока на здесь и сейчас, возможно, в этом и есть, кроется ваша кармическая отработка. Что еще? Ну, вот она, маг на, видите, маг на жрицу выпадает. То есть, по сути, вы отрабатываете магию мужской линии родовой программы, магию женской линии родовой программы, возможно, негативные магические воздействия в отношениях, ну и в своей судьбе, в карме, да, то есть это часть особенно мужской родовой программы. Здесь женская родовая программа, а здесь мужская. Потому у вас где-то и связано мужчина, женщина, мужские и женские родовые программы у вас достаточно сильно на вас влияют, но... Первый у нас в роду выпал мужчина, да, на первом месте. Поэтому мы его и подозреваем. Здесь больше, здесь на мужчину ссылаемся. Окей, в доме партнерства. Давайте посмотрим, что сейчас. В доме партнерства у вас вроде бы все и неплохо. Но вот у вас, знаете, вот такая ситуация жизненная. Мне так вот часто пишут в описании: я мужчина вроде бы ничего, или я женщина вроде бы ничего, и все это вроде бы и с интеллектом все хорошо, да, и с красотой все хорошо. И женщина пишет, например, да, вот вокруг меня мужчин полно мужчин, но того самого нету. Да. Точно так же и мужчина пишет. Вот женщин полно, а той самой нету. Вот и здесь, да, то есть ваше партнерство, оно
Вроде и ничего, классная карта, приподнятая, да. Вы можете найти себе как бы партнера, но он будет нестабильный. Или у вас куча партнеров, и вот эта энергия, она распыляется у вас. То есть сконцентрироваться на каком-то одном партнере вам тяжело, на самом деле, по этой карте. Вам не трудно влюбиться, например, да, то есть открыть чувства свои, возможно, хотя вы их и не торопитесь. То есть вам не трудно, но вы не будете торопиться, возможно, потому что у вас уже опыт есть болезненный, да. Но вы как бы знаете, вот нету конкретного человека, нету конкретной цели. Ну, давайте еще раз уточним, а почему так у вас, да? Мы тут будем подозревать, конечно, мужские и женские родовые программы больше, и мужчину. Но, тем не менее, что распыляет ваше внимание на партнеров? Ну, и в том числе и в бизнесе, и в делах у вас тоже вот вы не можете сосредоточиться на чем-то. Ну, смотрите, опять, как будто бы закрытая дорога, как будто бы вам какой-то мужчина мешает, да. Ну, и, может быть, кто-то вам просто перекрывает дорогу и вставляет палки, прямо палки, батоны, да, бастонис, ну, жезлы в ваши колеса, да. То есть, ну, тут мужская родовая программа все-таки работает. Либо бывший партнер, либо последствия отношений с бывшим партнером, на которого, если вы знаете, что воздействовала какая-то женщина, чтобы забрать от вас этого мужчину, ну, здесь оно прослеживается. Ну и Луна. Тут может быть то, что я сказал, вот во всех его, как говорится, проявлениях, да, быть и с магией, и с мужской родовой программой, и незакрытые гештальты в отношениях с бывшим партнером. Окей. Следующий дом. Дом Стрельца. И еще давайте как раз вернемся в дом Весов. У вас, если какие-то непонятки и качели эмоциональные в отношениях, и вы что-то предчувствуете, то вот эти вот карты, которые я только что проговорил, в них причина. Темная энергетика, рядом жрица, маг, может быть темная энергетика, темная магия или намерение женщины, которая вас просто вот забирает у вас энергию, я вот так скажу, да, как будто бы она кровь из вас выпивает, ну только энергию. Дом Скорпиона. Дом Скорпиона – это дом кризиса, и он у вас прорабатывается вот здесь и сейчас, ну то есть сейчас. Это еще 4 карты сейчас у нас. У вас разбитое сердце. То есть вот либо не везет в отношениях, либо проблемы с сердечной чакрой, проблемы с сердцем, с давлением, с кровеносной системой. Может быть, кто-то вам причинил боль, обидел вас очень сильно, оттолкнул, разорвали отношения или находитесь в состоянии конец или пауза. И в этом суть кризиса. Давайте посмотрим, что вам может помочь этот кризис решить. И смотрите, вот тут уже пошли зеркальные дома. Например, вы, личность, зеркалите вот этой вот вертикали, да, где Луна. То есть у вас как бы есть внутреннее сопротивление. Да. А вот дом кризиса, да, в деньгах и здоровье у вас выражается в проблемах с сердцем, в отношениях и проблемах с коммуникацией, в том числе с близкими людьми, с детьми, ну и коммуникации с тем человеком, которого вы любите и который испытывает чувства к вам, а вы к нему. Давайте посмотрим, вот, что советуют карты Таро, как вам выйти из этого кризиса разбитого сердца. Дать себе еще один шанс. Дать себе еще один шанс и дать партнеру еще один шанс. Начать заниматься своими энергиями, своими энергетиками и начать выздоравливать. Начать именно вот лечить сердце. Это сердечная тоже вот карта больше. Туз жезлов, она больше о энергетиках. Не только нижние чакры, там свадхистаны, но и сердечные, это огонь. Давайте так скажу. Что вам поможет выйти из состояния разбитого сердца? Накопление энергии
работа с энергетиками и дать себе шанс. Это ваш внутренний шанс, это не внешний шанс. Внешний шанс вот здесь, в друзьях. А кризис вы можете только преодолеть. И только от вас зависит, сможете вы выбраться из этого кризиса или нет. Давайте, что-то мне такое, что вам нужно начать? Начать или спланировать, да? Можете планировать поездку, переезд, эмиграцию, путешествие, активное движение и сближение с мужчиной или женщиной. Дети здесь имеют значение в этом вопросе. Хорошо, давайте теперь посмотрим следующий дом. Дом, получается, у нас Стрельца. Ему зеркальный дом, дом близнецов. Давайте смотреть. Вам, скорее всего, придется разорвать отношения с друзьями и с людьми знакомыми. 13-й аркан – это разрыв отношений. Рядом тройка мечей, вот она лежит как раз. Ну, скажу так, возможно, с одной стороны, есть шанс на примирение. Помните, я говорил, есть шанс помириться. Но он, как бы, есть шанс, но он идет вам извне. То есть вам, скорее всего, делать какие-то активные движения навстречу именно друзьям не надо. Пусть они какие-то движения делают в вашу сторону. Давайте посмотрим. Вот в доме дьявола, да, или в доме Стрельца есть цель. Это и есть дом цели, конечной цели. Так вот, ваше начальное образование и ваше конечное образование, да, или понимание, или статус какой-то, он должен поменяться. То есть то, что было изначально по образованию и по целям, должно измениться. То есть что должно измениться в вашей жизни? В вашей жизни должно измениться отношение с сыном, особенно, ну, может быть, с детьми, у кого там нету сына, дочь, да, но здесь больше мужская карта. Должно измениться отношение к отцу и проработка мужской родовой программы, и должно измениться направление переезда. У вас рядом 6 мечей и дальняя дорога. То есть должно измениться, например, вы едете в один город, а вам придется ехать в другой город. Или вы выбрали одну квартиру, а вам придется жить в другой квартире. Ну и, возможно, должно поменяться направление движения из того места, где вы родились. То есть, особенно если вы уезжаете из того места, ну, места рождения, да, то вот оно тоже должно поменяться, да, то есть, ну, скорее всего, вы смените место жительства, поменяв то место, в котором вы родились, на другое место. Ну и его коррекция конечного места будет происходить еще потом. Но еще должно измениться отношение к наблюдению вашему. Это карта шпиона, обманщика. Ну, давайте так скажу. Здесь, возможно, вам нужно перестать обманывать себя. Ну, и вам нужно поменять отношение к человеку, который вас обманывает постоянно. Да, вот так вот. Хорошо, давайте посмотрим. И ваше образование должно измениться. Ну, или может измениться, и лучше бы, если бы оно изменилось. Особенно если вы себя не реализовали в первичном своем образовании. Да, например, вы учились, например, на перевозчика или там, на автомобилиста, например, да, ну, тут колесница. Вот. А вам придется переучиваться. Да, тут креатив есть. Если переучиваться, то на кого? Вам будет очень тяжело переучиваться. Главное, чтобы вы свои планы и свою энергию не растеряли. На кого угодно переучиваетесь. Главное, чтобы вам было не тяжело и возможно было закончить это. Да? То есть, чтобы вы начали и довели свое дело до конца. Да? Но переучиваться вам придется.
Хорошо. Дом карьеры. Что вас ждет в доме карьеры? А в карьере вас ждет перспектива. Тройка жезлов. Смотрите, здесь рядом десятка жезлов. Десятка жезлов говорит о том, что да, как бы не было тяжело, но каким-то хитрым моментом или хитрыми обстоятельствами ваша ситуация в работе и в карьере изменится, и у вас откроются перспективы. Давайте смотреть. Дьявол, вам нужно выдерживать какие-то обязательства, договора и исполнять то, что вы обещали и подписали. И тогда в карьере у вас будет все хорошо. Но учитывая то, что у вас на партнерстве и на договорах есть вот такие сложные карты типа закрытых дорог, то усилий вам нужно прилагать больше. А при этом, при всем, у вас энергии не так-то много. Она израсходована у вас, смотрите, в прошлом вся уже, да, здесь, ну, большая часть огня, она вот здесь у вас, да, то есть энергия уже потрачена. Вот давайте спросим, чтобы достичь успеха, что вам советуют карты? Как можно больше отдыхать, как можно больше заботиться о состоянии здоровья, о когнитивных функциях, о функциях вашего сердца. Отдых может быть и активный, и пассивный. Движение все-таки здесь. Но как можно больше все равно отдыхать, накапливать силы. И если вы чувствуете, что на вас есть какая-то привязка негативных энергий кладбища и покойника, особенно если этот покойник является ушедший муж, отец или ушедший мужчина, то их лучше убрать с себя. Еще раз, мы не делаем сегодня диагностику негатива, поэтому это лучше проверять индивидуально. Здесь я говорю в контексте всего расклада на 12 домов. Ну и давайте, что может стать вашим таким бустером, да, который ускорит вашу перспективу, ну, как минимум, либо в карьере, либо в том деле, в котором вы хотите преуспеть. Ну, бустером является энергия, это первое. Да, энергии у вас опять, повторяемся, уже не очень хватает, но вам нужно немножечко поменять где-то стратегию и, может быть, но более серьезно отнестись не только к своим энергиям, но и к тому, кто строит планы вместе с вами на ваше будущее. И тут нужно понимать, если вы это делаете самостоятельно, то, возможно, это хорошо. Если вы действуете в паре, и это взаимно, это тоже неплохо вроде бы как. Но если вы действуете в треугольнике, ну, то это уже будет вас дезориентировать, ослаблять, и в конечном итоге вряд ли приведет вас это вас приведет к успеху, вряд ли. Ну и здесь должен быть компромисс, то есть в работе и карьере вас ждет успех, если вы сможете достичь компромисса, выдержать все условия договоров, выстраивать свою стратегию на взаимовыгодных условиях, побольше отдыхать, экономить энергию и работать с негативными, возможно, влияниями магическими, а возможно, негативными родовыми программами, связанными с мужчиной. Дом личности. Вот сейчас вы находитесь, видите, в скрытом состоянии, то, что я говорил. Вы немножко отдалились от социума, и вы как будто бы хотите накопить энергию. То есть ваша личность, она сейчас находится не в ресурсе. Ну, так часто происходит, особенно в конце года, когда солнца нет, а эти обе карты, они теневые. И вы действительно сейчас как эго проходите серьезную трансформацию, которая связана с осознанием реальных ценностей в вашей жизни. 3 главных реальных ценностей в вашей жизни. Первая ценность, вторая ценность и ценность номер 3. То, что вам, как часть своего эго, нельзя терять. Услышьте вот это. Итак, ценность номер 1. Ценность номер 1. Умение обходиться минимумом, да,
умение выходить из сложных ситуаций и умение встречать нужду, боль и страдания и преодолевать их. То есть проходить осознание, все, что нас не убивает, делает нас сильнее. Да? Ну, то если упростить эту карту. Вторая ценность ваша, и это является вашей ценностью. Умение и осознанное состояние использовать право выбирать, то есть умение выбирать и использовать это право выбирать, двигаться к своей цели дальше и любить при этом. То есть любовь есть ваше, то, что вы не должны потерять. Ну и последняя ценность – это самоценность. То есть не завышать свою самооценку, но и не занижать ее. Работать с самооценкой. То есть 3 ценности. У вас очень такая, эго, да, вот выпали карты на эго ваше, оно очень материальное, материалистичное. И на здесь и сейчас очень важно вашему эго работать с вашим финансовым каналом. И тут есть куда работать, особенно если вам после 33. Это карта после 33. Ну и чем больше у вас после 33, тем больше у вас потенциал. Тем больше у вас вот этих качеств, они уже более структурированы. Внутри вас спит талант, и этот талант связан с любовью, с умением выбирать, двигаться и переносить боль и страдания, обходясь при этом малым. Хорошее качество. Ну и последний, самый интересный дом, дом рыб. Но рядом с домом рыб, в доме Овна настойчиво дом рыб. Или карта рыб. Ну, давайте смотреть, что скрыто. От вас скрыты риски, страхи, и от вас скрыта возможность куда-то уйти или убежать. Давайте смотреть. Риски, скрытые ваши страхи и скрытая возможность освободиться. Ну, или освободиться от чего? Риски. Первое, давайте посмотрим, чем рискуете. Вам нужно аккуратно, степень вашего риска должна сводиться к минимуму там, где есть активное движение. Это скорость прежде всего. То есть пристегивайтесь, не нарушайте скоростной режим. Там, где есть война или боевые действия, вот там нужно поменьше рисковать. Ну и у вас есть риски там, где вообще есть риски. То есть, чем больше вы рискуете, тем в меньшей выгоде вы находитесь. Страхи ваши. Ваши страхи, для всех нас энергия Мартидо или энергия смерти является самая страшная. Почему? Потому что никто не знает, что будет дальше, да, и, соответственно, мы боимся. Ну, и это страх, что все закончится внезапно, а вы так и не успеете, да, или что вы можете потерять то, что вам действительно дорого. Но здесь главное не потерять себя, да, в этой карте. Ну и риски того, что вы от чего-то не освободитесь, да, от чего нужно избавиться, да. Избавляться надо от 12-го аркана. 12-й аркан – это не только родовые программы, но может быть еще и очень сильный или жесткий, или болезненный кармический узел. И связано это с финансовым каналом и с мужчиной одновременно. Поэтому наша мужская родовая программа, вот эти 2 карты, видите, она так и упала сюда, они связаны. Поэтому здесь висящий или жесткая карма, или жесткие долговые обязательства, в том числе тут дьявол выпадал, помните, они заставляют вас платить болью и страданием, скрыто причем, вы это не видите, и вы это боитесь потерять почему-то, на каком-то уровне, может, эмоциональная привязка есть, может быть, есть какие-то обстоятельства, да, может быть, действительно программы работают, а вы их нарушить не можете, может быть, это воспитание и так далее, да, то есть факторов может быть много. Ну и вы всегда дорого вот по этой карте, в этой позиции, в 12 доме, по этому вопросу вы всегда очень дорого платите за
свои ошибки. Можно, знаете, допустить ошибку и недорого заплатить, но вам приходится платить дорого. А зачем платить дорого, если можно уйти от этой ситуации, да, и использовать какой-то свой опыт накопленной энергии, да. А вся причина из-за того, что первое, у вас как минимум истощение идет, эмоциональное выгорание, физическое, энергетическое, ну и плюс те аспекты, которые я успел проговорить вам в этом раскладе. Все буде добре, лишайтесь на зв'язку. Если вы почувствовали, что этот расклад о вас, можете заказать индивидуальный просмотр. Все буде добре. Па-па.